Нет, это не провал, но люди, которые хотят купить компактный смартфон, ограничены в своем выборе. И, по сути, есть только два варианта. Либо iPhone SE, либо Xperia. У них есть линейка Compact, их несколько штук, они дорогие. Если бюджет не ограничен, то это хороший вариант. Если что-то в районе 20-ки, то как раз iPhone SE. Так вот, уже 2 года прошло с момента выхода оригинального iPhone SE, и люди ждут новое поколение. Все ждут. Сегодня поразмышляем, выйдет ли такое вообще, сколько будет стоить и какие функции получит. Вспомним сразу несколько концептов, видео, все это было в китайских социальных сетях. Предрекали нам безрамочный дизайн, iPhone 10 на минималках. На днях вот в Weibo показали видео с якобы iPhone SE 2, но посмотрите на огромное яблоко. Все это фейки, и этому доверять не стоит. Но уже сейчас есть приличное количество слухов, каким этот iPhone SE 2 будет. Но для начала поговорим, чего в нем точно не будет. Face ID нет. Аналитики говорят, что экран увеличится с 4 до 4,2 дюймов. Это звучит странно, поэтому вряд ли. И 3D Touch тоже нет. Эта функция и сейчас не особо востребована у пользователей. Зачем на нее тратить лишние деньги при производстве iPhone SE 2? А вот теперь то, что звучит правдоподобно. Дизайн. Он будет абсолютно таким же, как на iPhone SE, с одним лишь исключением. Стеклянный задний корпус. Здесь Apple могут сыграть и на ностальгии, так как это будет смесь 5s и 4, а инсайдеры обещают нам 3 цвета, такие же, как у iPhone 8. Это розовое золото, это серебристый и серый космос. А для чего такой корпус нужен? Вы сами понимаете, для беспроводной зарядки AirPower, которая скоро появится на полках магазинов, и на WWDC 2018 анонсируют продажи при цене в $200. Так обещают аналитики те же. И кто-то при этом говорит, что на WWDC покажут iPhone SE 2, но к этому мы еще вернемся. Поговорим сейчас про рендеры. Они есть, довольно симпатичные, можно полюбоваться, видео тоже есть, и даже от русскоязычных дизайнеров. Но что в этот телефон могут добавить еще? Экран останется таким же, рамка будет алюминиевой, вряд ли ее сделают стальной, железо от iPhone 7, то есть Apple A10, 2 ГБ оперативной памяти, 32 или 128 встроенный. Джек 3.5 наверняка оставят, а корпус могут сделать тоньше, хотя лично я в это не верю. В iPhone SE и так батарея слишком мала. Камера будет тоже от обычной 7 и, может быть, наконец-то добавят нормальную фронтальную камеру. И, собственно, все. Это весь iPhone SE 2 по цене $350 и $450. Покажут его на WWDC. Все это звучит очень логично. Но есть здесь парочка «но». Во-первых, слухов действительно очень мало по сравнению с тем, что мы слышали перед выходом iPhone 10. В основном это догадки, концепты, какие-то слитые непонятные видео. Apple вряд ли решится на такой шаг, как мне кажется. Потому что они испортят все впечатление о текущих продуктах своим iPhone SE 2 в 2018 году, у которого рамки очень толстые. В общем, устройство сейчас выглядит старым, а вот те утечки, которые мы видели давным-давно про тот самый безрамочный iPhone 10, это вот действительно хорошая тема, потому что люди лучше потратят больше денег на новый iPhone 10 в компактном корпусе, чем на обновленный тот же самый SE, только с чуть улучшенным железом. А так мы получим и безрамочный экран, без кнопки Home, все как положено, без джека, с топовым железом и с лучшей камерой. Люди понесут деньги за маленький iPhone 10, и это точно. В любом случае, я уверен, что второе поколение SE разрабатывается, и я надеюсь, что его свернут. Apple не должно и не хочет быть брендом средней цены. Мы это поняли по слухам, которые не подтвердились относительно дешевого MacBook на ARM-процессоре. Возможно, его когда-нибудь сделают, но не дешевле, чем за $1000. Вот то же самое с SE. Дайте им дорогой маленький iPhone 10, и люди будут счастливы. А SE с дизайном от iPhone 5 уже оставьте в покое. Ждем июня, чтобы понять, что слухи остались слухами, либо превратились в реальность. Но если Apple выпустит iPhone SE 2, то это уже можно считать провалом. Потому что старый дизайн продавать нельзя. Я надеюсь, что нас порадует все-таки в сентябре. Если вам не понравилось это видео, ставьте дизлайк. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и не забывайте подписываться, потому что пропустите все самое интересное, все слухи и обзоры новинок. А что еще я хотел сказать? Всплыло.